has anything to do with belief in the blockchain. It simply has to do with belief in cryptocurrencies. I mean, once you start using cryptocurrencies, whether it's Bitcoin or Monero or Litecoin, it doesn't really matter. You see the facility, you see the ease of use. You see that without a central bank control, the value of that currency depends upon the users of that currency. And why is Bitcoin growing so fast? Because it's getting more users. More people are believing. Bitcoin, vou fly todo mundo dash, vou fly todo mundo beef, vou fly todo mundo Monero, Litecoin, vou fly todo mundo Ethereum, vou fly todo mundo Zcash, vou fly todo mundo Bitcoin, vou fly todo mundo dash, vou fly todo mundo beef, vou fly todo mundo Monero, Litecoin, vou fly todo mundo Ethereum, vou fly todo mundo Zcash, vou fly todo mundo mundial. Bitcoin, vou fly todo mundo dash, vou fly todo mundo beef, vou fly todo mundo Monero, Litecoin, vou fly todo mundo Ethereum, vou fly todo mundo Zcash, vou fly todo mundo Bitcoin, vou fly todo mundo dash, vou fly todo mundo beef, vou fly todo mundo Monero, Litecoin, vou fly todo mundo Ethereum, vou fly todo mundo Zcash, vou fly todo mundo mundial. Governments are going to start losing income tax revenues. And they're going to panic. And they're going to say, this is against the law. But how do you stop something that cannot be stopped? Bitcoin rise has anything to do with belief in the blockchain. It simply has to do with belief in cryptocurrencies. I mean, once you start using cryptocurrencies, whether it's Bitcoin or Monero or Litecoin, it doesn't really matter.
Всех приветствую. В эфире прогноз погоды. Шучу. Приветствую всех. Меня зовут Владислав Утушкин. Не Утюшкин, не Утушкин, а именно Утушкин. И сегодня, как всегда, расскажу вам про интересный проект. Этот проект появился у нас, так сказать, самостоятельно. Вот, постучался в наши двери. Но, что греха таить, часть команды, которая занимается поиском интересных проектов, участвовала в лаунчпаде этого проекта на Everscale. Вот, на платформе, я не помню, как у них называется, что там? Everstart. Everstart, по-моему, да. Да. Вот, я просто видел в отчете аналитиков, что мы в этот проект залетали как раз на IDO. И тут этот проект постучался еще к нам в дверь, и это прекрасно. Вот. И сегодня я про проект вам расскажу. Проект этот называется Revoland. Вот. И я сегодня рад приветствовать у нас здесь в гостях Давида Лалаева. Это Global Marketing Advisor, который помогает этому проекту выйти на рынок СНГ. Вот. И Давид, по счастью, пришел к нам, и это очень приятно, потому что дальше у нас будет очень интересная история. Дальше будет партнершип стейкинг вместе с таким проектом, как Revoland. Revoland, значит, это киберспортивная игра, основанная на технологии блокчейн. Вот. Геймплей Revoland основан на сочетании ваших личных навыков и командной работы. Вот. Я не знаю, играете вы в игры или нет, но вот, например, у меня, если не знаю, кто знает, не знает, у меня довольно-таки большое количество детей, и они там вот, по крайней мере, ребятки, они вот постоянно рубятся в такую игру, Brawl Stars называется, не знаю, она в голову всем детям уже залетела. Вот. И Revoland, вот на мой взгляд, это очень штука похожая, вот только на всеми нам привычном рынке крипты. У них есть там, соответственно, два токена, Revo и Land. И мы сейчас обо всем об этом будем с вами говорить. Я хочу поприветствовать Давида. Давид, спасибо, что нашли время, вот, к нам присоединились. Рад видеть и спасибо за такой проект. Спасибо за интродакшн, за то, что мы с ними пообщались, познакомились. Огромнейшее спасибо. Вот. Давай так построим. Я буду вопросы задавать. У меня есть список небольшой. Давай. Да. Вот. Людям было понятно, что это такое. А потом, кстати, я хочу сразу пользователям сказать всем, это проект не из серии романтики, там приложение будет через полгода, игра появится через 10 лет. Вот это такой академический, спокойный, настоящий рыночный продукт. У него есть на борту хорошие фонды, они уже залистены на хороших биржах, такие как Hobby Global. У них готова игра. Вот, работает приложение. То есть это такая вообще академическая штуковина, которая дальше способна зарабатывать путем того, чтобы у них пользователи появлялись. Соответственно, Revoland у них единственная история. Им не надо, чтобы вы там бежали, токены покупали или прочую какую-то вещь делали. Им надо, чтобы вы узнали о них, как они работают, и начали пользоваться ими. Потому что это полноценно готовый продукт. Вот, такой академический, с нормальным, понятным развитием. Вот. Это вот как я посмотрел, по крайней мере, там сверху. А мы сейчас все подраспросим, конечно. Давид, расскажи нам, пожалуйста, вот побольше о проекте Revoland. Что это такое? Да. Вот. Ну, привет всем. Я как раз с проектом тоже познакомился, наверное, на стадии, когда это был Новый год. Вот это была финальная стадия, когда появлялась первая бета-версия. В целом, мне знаком рынок, так скажем, там, мобильных игр, потому что я до сих пор 30-летний подросток, играю сам периодически в какие-то игрушки, и Brawl Stars мне было знакомо. И на первый взгляд это выглядело из вида как, скопировали, но круто не получится, потому что, есть всегда какая-то предвзятая история, особенно когда это копируется, особенно в рынок крипты, особенно китайским, так скажем, разработчикам. То есть у тебя появляется множество вопросов. Но, по сути, когда вышла бета, было, очень прикольно. То есть история построена как раз была таким образом, то, что, как ты правильно говоришь, это проект больше академического такого формата, то есть полностью сформированная команда разработчиков, мы как адвайзеры на это сразу смотрим. То есть когда мы рассказываем о перспективах проекта, это очень интересно. Но когда за этими перспективами ничего не стоит и нет там возможности эти перспективы реализовать, это потом тебе же и возвращается какими-то, так скажем,
вопросами к той же репутации. Поэтому, глядя на то, как там все устроено в самой команде, а вся она базируется в Эмиратах, как раз в Дубае, круто было. На продукт очень круто. Первые гильдии, фонды, те же там Аламеды и так далее, биржи сразу в один день мы листились на 10 биржах. Это был и Huobi, и BitGet, и Femix, и Gate. Это все произошло в один день, в одно время был листинг, соответственно, реализован. Тоже классно. И основная, получается, версия игры, она уже за несколько дней до запуска команда просто распродавала, так скажем, последним шансом возможность купить игровых персонажей там в NFT. То есть если вообще изначально смотреть, что есть Rivalent, это моба. То есть это игра мобильная, которая построена не совсем как текущее большинство игр, где ты просто тратишь время, играя и что-то зарабатываешь. Здесь это скорее такой skill to earn, потому что ты играешь, если у тебя руки из правильного места растут, то ты как бы, соответственно, выигрываешь, ты от этого зарабатываешь гораздо больше. То есть это рейтинги, это внутренний токен Land, соответственно, и у тебя есть масса разных там персонажей для того, чтобы это сделать, и масса игровых режимов для того, чтобы их там использовать. То есть если в тот же там Brawl Stars играли, там идет основное разделение там на 3 формата, когда ты либо член поддержки, либо ты атакующий, так называемый танк-персонаж, либо ты там основной приноситель урона, там, damage dealer, да, так скажем, когда ты решаешь основные, так скажем, вопросы по сражению. И по факту играть интересно. Ну, то есть вот когда я начал вот прямо заходить играть, да, есть все те же самые привычные нам моменты из мобильных игр, когда тебе для того, чтобы больше играть, нужны какие-то кристаллы, либо какое-то время. Здесь это все упаковано в токен, в Land, соответственно. Но разница глобальная для игроков одна. Тут ты с карточки купил кристаллики, и куда-то они ушли, а здесь ты поиграл, заработал токен, захотел продал, захотел больше времени себе купил, захотел прокачал персонажа. Ну, то есть ты становишься прямо частью вот этой экономической, получается, системы. И персонажи, они как раз, да, есть обычные, где тебе не нужно ничего платить, чтобы начинать играть. Ты зашел, у тебя они есть, ты начинаешь как-то развиваться, погружаться в процесс. И дальше уже ты, чем больше прокачиваешься, тем тебе уже нужны NFT-шные герои. Но опять же, да, ты не купил их, и они где-то остались, они твои. Ты хочешь их, и зашел на Marketplace, также продал, также перереализовал. Ну и за счет того, что проект как раз не столько гильдейский, потому что гильдии, ну, по-хорошему вымывают сегодня в экономике, просто вымывают все токены, вымывают курсы, и ничего особо у игр после этого не остается, а игроков мало. То здесь это больше скорее будет киберспортивное решение для рынка, как на Brawl Stars сегодня есть. И сейчас основная работа направлена на то, чтобы в регионах появлялась большая, так скажем, большой онлайн и именно большие комьюнити. То есть сейчас очень круто стартанула корейская комьюнити, у них есть свои корейские адвайзеры. Мы как бы больше за глобал маркетинг, но так как мы единственные русскоговорящие во всей, так скажем, команде, мы еще и за СНГ, получается, рынок отвечаем. И вот так сейчас это растет, появляются первые наметки на турниры киберспортивные именно в Реваленде. И вот, соответственно, по этому пути проект развивается. Прикольно. Слушай, а может ты покажешь сразу, а потом я уже задам такие вопросы, как работает процесс, сколько игровых режимов, ну вот эту стандартную историю. Мы пока посмотрим то, что реально есть. Ну, я думаю, что здесь прямо во всех деталях рассказывать про игровые режимы будет сложно тем, кто не играет в игры, но классно, когда ты можешь продукт там пощупать, посмотреть. Ну, я об этом, да, то есть если мы сейчас там углубимся и будем рассказывать про игру, здесь, ну, половина людей вообще как бы не очень интересна вся история с игрой. Вот, но надеюсь, что здесь будет погружение, потому что здесь сделано то, что, зачем идут в крипту. Согласен. Ну, то есть вот у нас получается это главное меню со всеми персонажами, тех, которых можно выбрать, посмотреть и кем играть, собственно. Вкратце могу пробежаться, показать, что есть что. То есть у тебя есть свой профиль,
где вся прописана твоя активность, айдишка, прочее, привязывается твоим и кошелек и так далее, то есть и друзей добавлять, и всех. Ну, я сделал немножко другой аккаунт, потому что на моем прям совсем, чтобы не показывать, где у нас и что лежит. Да, вот. Вот, опять же, линейка персонажей. То есть здесь, что, ну, меня лично радует, то, что все доделанное. То есть нету, у всего есть история, у всего есть какая-то своя, так скажем, описательная часть. Дизайн крутой, никаких нету недоделок. Но что нужно делать? Конечно, надо отчасти быть игроком. Вот здесь как раз упор на вот молодое поколение, которое в это очень часто играет. Для них это больше понятно во многих вещах. То есть, когда мы заходим аудитории, которая инвестирует в такие проекты больше и торгует, конечно, сначала сложно разобраться, что такое скины, что такое виды профиля, вот зачем нам нужна информация о весе и росте этой совы, то есть не до конца понятно, но фанам она нужна, понимаешь, нужно знать, что сова ростом 170 сантиметров, то есть это важно. Вот. И даже когда у совы день рождения, тоже написано. Вот. Поэтому можно вплоть до того, что выбирать голоса, какими может эта сова разговаривать. То есть здесь ну, куча всяких штук для того, чтобы фан-аудитория действительно появлялась. И, соответственно, когда мы выбрали, есть куча вариантов, как его можно улучшать разными дополнительными животными, которые могут вместе с тобой летать, этим заниматься. Ну и как бы работа, потому чтобы все это создать, она была огромной. То есть, ну, как бы мы, когда реализовываем какие-то проекты, понимаем, что такое мобильная разработка, что такое 3D в этой разработке. Все, так скажем, чтобы нигде ничего не лагало, не тупило, это ну, работа колоссальная проведена здесь. В целом, остальные моменты, я думаю, что лазить по меню не так интересно. Интересно вот прям играть. То есть вот я там сегодня поиграл, я заработал лендовский токен. Вот мне там 1,5 токена упало. Разница в токенах следующая. То есть ленд — это у нас внутренний токен, мы его зарабатываем в игре, идем на Pancake и там его сливаем, потому что игра полностью Web3, тебе, чтобы зарегистрироваться, 100% нужен кошелек. У тебя нет гест-мода, мы его планируем добавить, потому что Web2 аудитории, ну, сложно, она не всегда понимает, что нужно делать сразу. Вот, и мы, соответственно, этот момент реализуем. Но как только у тебя есть кошелек, ты получаешь Land токен, продаешь на Pancake и играешь дальше. Если тебе нужны персонажи, ты участвуешь в акциях, ты хочешь там, так скажем, формировать гильдии и прочее, это уже рева. То есть это уже как, ну, в обычных играх это как governance скорее стартует. Здесь больше как сервис токен. Вот. Reward контест через 47 минут — это та игра, где мы заработаем деньги. Ну, то есть прямых, да. То есть если мы его ждем сейчас, ну, столько ждать не будем, можем просто в Quick Play зайти, выбрать один из текущих режимов, их тоже достаточно много. Вот там сегодняшние режимы, да, это захват там алтаря, охота за наградами и охота за фруктами. Вот этот, мне больше там нравится этот формат. Вот сейчас мы зайдем и кого-нибудь найдем. Народу много играет. И то Дейли... подхватывают тут другие персонажи. Да. То есть, ну, народу играет много, потому что Daily Online 11 тысяч юзер. То есть вот это вот, ну, как бы игра запустилась там меньше месяца назад. Сейчас будут играть с реальными людьми. Ну, грубо говоря, ты сейчас будешь играть с реальным человеком тоже. Да. То есть играть она будет с реальными людьми. То есть она иногда подгружает недостающих игроков ботами, вот, но обычно она запускает именно реальную аудиторию. Вот. Здесь, опять же, важный момент, что ну, вот в глобальном рынке гейминга там 11 тысяч онлайн-юзеров в день — это очень мало. Для крипторынка это больше, чем средний показатель, скажем так, то есть на сегодняшний день. И понятно, что есть куда развиваться более чем. Понятно, потому что непривычно еще крипторынку вот во все это дело. Да. Но это прикольно, продукт такой готовый, кайфовый. Да. Нужно взять 10 фруктов, которые выпадают отсюда, чтобы победить. На той стороне другая команда находится. Вот она как раз идет. Вот тут идет уже прямо... Реально Brawl Stars прям. Да, это прямо, ну, то есть, и да, что самое интересное, то есть, ну, не грустный Brawl Stars. Да, среди детей мейнстрим просто жесткий был. Еще и с криптой, круто. Да, то есть, и вот в таком режиме мы, соответственно, то есть, со всеми гасимся. Ну, блин, слушай, на самом деле это, положа руку на сердце, вот один из первых проектов, в котором такой стадии я вижу, чтобы все работало и с криптой.
И играла. Круто. Да, причем и играет, ну, не грустно. Ну, то есть играет прям по-настоящему. То есть, ну там Тебя какие-то четкие ребята собрались. Я сегодня только выигрывал, но походу меня натянули сейчас прямо капитально. Потому что здесь прямо прокачанные. Вот у них еще есть, ну вот слева от никнеймов вот значки, у кого синие, они уже гильдейские. То есть это уже не просто чуваки, это уже это прям... гильдия уже какая-то, да, рубится? Они уже пришли нас наказывать, да. То есть у них уже тут все серьезно. Вот сейчас их, ну они прям, видишь, как слаженно играют. А здесь их поддерживают Rivalent гильдии уже какие-то серьезные, да? Да, гильдий много, честно говоря. И YGG поддержал, и Indie GG поддержал, и много. Там каждую неделю появляется какая-то новая гильдия. Ну, я, конечно, так себе игрок сегодня. Давид, а чьи деньги от фондов здесь вот в Rivalent? Слушай, я могу так сказать, что... Ну, топчиковая история там заходила на маркетмейкинг не в прямую инвестицию, а на маркетмейкинг заходила как раз партнером Аламеда. И, ну, я думаю, понимаешь, да, что они, заходя на раунд, они очень много забирают и токенов, в том числе, получается. Вот. Полигон заходил. Не помню, какая именно его часть, Polygon Ventures, либо там, грубо говоря, какая-то еще... Наверное, так вот прям с больших фондов сходу не назову, ну, не могу чего вспомнить, потому что это было уже вот 2 месяца назад, но это вот самые, так скажем, большие. У них что, продукт готов, все готово, короче. Да, но много денег, сборов собрали вот 206, то есть это вот сумма сборов там на сегодня, когда вот заканчивался, соответственно, раунд. Больше было упор на как раз листинги и последующий маркетинг. То есть вот сейчас вот на это идет основная задача. То есть, а команда в основном китайцы, да? Вся китайцы. То есть, вся да, ну, я, по крайней мере, не считая нашего, так скажем, маркетингового департамента, вся остальная китайская часть. Вот, и все, так сказать, это очень... вот это показывает, это я инсайдик такой скажу, когда проекты создают чатики с биржами и начинают по 2 месяца тереть на тему того, как залиститься, либо IDO провести, либо в лапс какой-нибудь попасть. И точно так же, когда это происходит на китайском языке за 3 часа, а то и там вообще, может, вот просто создается чатик, куча китайских иероглифов, и тебе потом пишут на английском то, что все, мы договорились, готовьте анонс. Вот, в принципе, разница того, как это происходит по факту. Слушай, а в чем тема? Я вот прихожу сюда, должен купить персонажа, да? Первоначально. Можешь не покупать, нет, не нужно. Ты можешь зайти, вот эти вот персонажи, которых я изначально показывал, они доступны всем, они стандартные. То есть они, вот того, видишь... чтобы начать мне рубиться во всю эту тему, мне вообще вложения какие-то нужны? И на начальном уровне вообще нет. Нет, не надо. Это только если ты уже... Понимаешь, тут прикол в чем? В том, что ты каждое свое вложение потом можешь продать обратно. Ну, то есть вот есть marketplace NFT-шный, на котором все как раз и торгуется, и продается. То есть, ну, вот, и на нем как раз вся эта деятельность идет. Поэтому здесь все же персонажа ты, допустим, купил, пожалуйста, его можно продать. Ты купил ему какие-то улучшения, их можно потом обратно продать. Но здесь суть в том, что зарабатывает больше не тот, кто времени потратил или бабок вложил, а тот, кто лучше всех играет. По факту. Понял. Здесь. Поэтому есть актуальность, типа, собирать свои там кланы. Да. То есть здесь для, так скажем, для e-sports и прочих дисциплин есть CRM-ка внутренняя, то есть гильдии и прочие в нее получают доступ, там написаны все игроки, все их текущие эссеты, какие у них есть на балансе, все, что они могут делать. То есть вот это все мы сейчас, СНГшный рынок как раз киберспорта и e-спорта, вот с этим всем знакомим, помогаем, короче, в этом разобраться, чтобы это было. Вот. Ну и, соответственно, токен тоже, скажем, ну, радует. В каком смысле? То есть это не была история в одну свечу, то есть там не было сумасшедших иксов, даже при учете того, что были там топовые биржи со старта. Это был буквально вот листинг был по 0.6, как и IDO-шный раунд. Он пошел до 1.8, ну, в первые сутки, как это всегда есть. И потом вот 0.8-$, это средний прайс, который есть. То есть и он никуда и не планирует падать просто по причине того, что ну, народ много играет.
То есть проданных NFT-шек порядка 6000 NFT. То есть ушло именно игровых уже. Ну, прикольно, то есть ранние инвесторы все заработали, все себя хорошо чувствуют. Более чем, да. Особенно те, которые на NFT-шках залетали. Я причем большой скептик того, чтобы покупать вообще NFT-шки какие-либо, особенно на ранних стадиях. Мы покупали. Я просто смотрел в аналитическом отделе. Как бы я не все, к сожалению, успеваю охватывать, но я видел там в списке Revoland. Мы там что-то делали с ним. И тут ты, короче, пишешь Revoland. И у меня в голове такой, так, Revoland. Ага. Вот. Мы залетали. Мы и на IDO залетали в него, я так понимаю, и NFT-шек покупали. Ну, если вот на всех этих форматах, я говорю, недовольным по факту, ну, никто не остался. Даже тот, кто... Да, вот с такими проектами Где надо ознакомиться, чтобы все это дело изучить? Есть какая-то русскоязычная история, чтобы я там мог прочитать инструкцион и все такое? Ну, вот момент как раз того, чтобы появлялся русский язык сейчас, это вопрос максимальной, так скажем, оперативности первый стоит, потому что у нас русская аудитория начала прям, ну, развиваться вот сейчас, там, последние недели полторы. То есть он появится в игре в следующем обновлении русский язык. Но у нас есть самое полезное, что на сегодняшний день, это русская саппорт-комьюнити, потому что все вопросы, как правило, улетают в основном туда. Вот. Есть куча гайдов, потому что, ну, очень сложно Web2 аудиторию все-таки раскачивать. То есть у нас самая популярная запись, вот тоже могу сказать, как есть, в рекламе. Самый популярный пост у нас тот, который объясняет, как регистрироваться и запускать игру. На нем самая крутая конверсия. Никакое видео с игрой такой конверсии не дает, как объясняющий гайд, что тут делать, по сути своей. Ну, потому что надо, да, скачать кошелек, зарегистрироваться на маркетплейсе, потом скачать игру. То есть это все уже как раз тогда только... Короче, мне нравится формат. То есть это как раз формат игры, где ты можешь вообще ничего не вкладывая прийти... И да, поиграть. Как дети играют в Brawl Stars, то же самое, но за какую-то реальную копейку, да, ты играешь, почему нет? То есть, вот, и чем она интереснее, активнее, тем круче, лучше. Больше всего, говорю, заработали NFT-шники. Те, у кого вот эпические какие-то персонажи, которые покупались по $160 была самая дорогая распродажа, и она закончилась за 6 секунд. 2500 NFT-шек продалось. Просто там. Ну, то есть Revoland — это сложившийся продукт со своей аудиторией, со всеми делами, законченный. И сейчас у этого продукта цель одна — развиться. Развиться до невиданных play-to-earn формату аудитории. Ну, понял. Что... Это Axie, еще один. Ну, так, крупными мазками. Отчасти, да. Такого хайпа нет 100%, потому что, ну, кто первый зашел, того и тапки, как говорится, да, Axie очень сложно догонять. Но если нас подхватит и адекватно поймет киберспортивное комьюнити, оно, конечно, должно будет прямо залететь. Вот. Что меня персонально радует, то, что мы не строим проект, который, наверное, будет интересен киберспортивному комьюнити, а у нас есть продукт, который мы показываем и подключаем его уже в действующее. То есть мы не там... Ну вот это круто. То, что уже есть все кабинеты для бирж, для гильдий, да. Для сообществ. Да, понял. Супер, мне нравится. Очень, очень нравится все. Так, для пользователей сказать, у нас вот с проектом Revoland будет партнерский стейкинг. Стейкаете Marsdao, получаете токены. А у нас какой, кстати, там токен в партнерском? Land или Revo? Не, Revo основной, который Revo, да. Land, он игровой, то есть его нужно добывать, играя. Ну вот. Тем более дается основной токен Revo. Вообще красота. Так что будет анонс, когда там появится этот партнерский стейкинг, и можно будет туда пойти и настейкать Marsdao, получать. А пока рекомендую что наслаждаться готовым продуктом на рынке крипты. Это, скажем так, это редкая штука, явление. Обычно собирают куда-то там людей, и все что-то ждут. Вот здесь полностью готовый продукт. Не знаю, кстати, детям-то как-то можно развлекаться в этом? Есть какие-то ограничения? Да, глобально нет. Я не помню там ограничения по возрасту. Возможно, там что-то выставляется в этом плане, но я не силен в этих, скажем, моментах. Но вообще в моей картинке, ну вот я как бы с маркетинговой точки зрения на все смотрю, идеально было так. У папы токены Revo,
Да, У детей Token Land. у детей накачаны игрухи и токен ленд, понимаешь? То есть, и вот это работающий синдикат тогда уже. То есть, Ну папа вот на бирже решает вопросы, а ты в игре. Ну, походу так и будет здесь. Потому что у нас держатели, там у нас детишек нет, у нас все люди серьезные. Вот они сейчас партнершип стейкинге, значит, получат токен Рева, да, да. основной. Потом подключат детишек, они будут получать Land, получится Revaland. Ну и вообще, я знаю, что у нас игроков на самом деле много, тот, кто любит игры всякие. Поэтому я думаю, что наша аудитория эта штука зайдет обязательно. Да им, блин, мне нравится, и все сделано, и все хорошо. Даже не знаю. Слушай, Давид, у меня к тебе вот лично такой вопрос. Как ты видишь развитие, кстати, Web3 игр? Мне просто интересно. Ну, я могу так сказать, что как бы не было просто, на первый взгляд, этим всем пользоваться, но остается все равно достаточно сложно тем, кто с этим никогда не был знаком. Для меня до сих пор вызывает удивление. Вот, ну, положа руку на сердце, за всю жизнь ни разу не купил нигде никакого кристаллика, алмазика, золотого слиточка или такой темы. Ну, просто потому, что во мне в голове сидел факт, я понимаю, что я тут только трачу время и играю, личные достижения мне не нужны, соответственно, прокачиваться за деньги в каких-либо играх я глобально не хочу, ну, как бы не видел смысла. Но когда я смотрел отчеты и какие суммы собираются на этом всем, просто даже за отключение рекламы, когда люди платят деньги в играх, у меня, ну, сводило зубы, скажем, в этом моменте. Крипта 100% должна это повторить и Web3, но скажем так, пока просто нету того масс adoption, который 100% будет. Если когда вот работали мы, ну, там, еще, когда у нас был АМА на той же там вот, Фаркане, который вы помните тоже, вот, это что же мы все завязано. Я очень лазил по рынку, смотрел, что происходит. И такой рынок, как вот Counter-Strike Go игра, да, ну, как бы CS обычная, в ней же есть скины, оружие. Ежедневный оборот платформы что-то под 200 миллионов долларов. Ежедневный. Скины люди гоняют туда-обратно. Ну, а представь, это все внутренний, не токен, а внутренние фантики платформы, которые Steam себе сделал. Представляете, какая Да, будет? я знаю, да. Я же очень хорошо общаюсь сейчас с игровиками, и кто казуальные всякие игры делает. У меня много знакомых сейчас, вот, компаний, там, ребяток. У них бюджет рекламный 15 миллионов долларов в день. Да. Вот, Вот. в месяц. Первая игра, которая станет, ну, давайте так, уровень Axie Infinity для мирового гейминга это ничтожно. Ну, как бы Ну, да. его нет. Вот. Да. И как только первая криптоигра будет всеми принята, всеми понятна, не будет уголовно наказуемой для фаундеров, там, в случае чего моментально, и будет принято там десятками миллионов игроков, как это есть, то это будет, ну, все, сумасшествие, это будет вот прорыв. Тогда вот Web3 станет абсолютно везде, это будет как новый тренд. А пока вот из живых статистик Dota 2 3 миллиона онлайна прямо сейчас, это я каждый день смотрю, такие там заглядываю, там Battle Royale, Fortnite по 4, по 5 миллионов человек онлайна в моменте. Ну, Короче, ты веришь про переход от Web 2 к Web 3? да, 100%. Настанет день. Просто. Понял. Но мне нравится то, что продукты уже начали появляться. Раньше это было, знаешь, какой-то фантастикой, а вот когда ты видишь такие продукты, которые, ну, по сути, это Web 3, полностью реализованный, вот, и играбельный, готовый, вот, уже понимаешь, что, блин, оно рядом очень, вот есть. Да, Клево. мне кажется, появится просто нечто, универсальный коннектор, универсальный кошелек, универсальное что-то, что будет тебя весь этот общепринятый, народный. И это будет, мне кажется, никакой не MetaMask, не Trust, это будет что-то совсем понятное всем и кем-то супер Ну, что-то очень промаркетированное. простое. Что-то очень Да, простое должно да. появиться, еще проще, чем есть сейчас. Вот поэтому, мне кажется, будущее будет таковым. Понял. Супер, супер. Кстати, а что там по планам вообще у них дальше? Ну, сейчас основной план — это запуск как раз языковых версий игр, для того, чтобы клиенты игры были переведены, локализованы.
запуск киберспортивных турниров, партнерство с киберспортивными командами, потому что здесь же видишь как, это база, то есть это не когда ты команду качаешь или гильдию качаешь, это база, то есть как Dota, как Counter-Strike, это именно дисциплина, то есть ее нужно, чтобы турниры начали ее принимать. Работа колоссально, на самом деле, сложная, то есть я сейчас, ну, мы как-то пытаемся ее вот на себя частично брать в СНГ, но очень сложно, то есть это понять, это надо идти к организаторам турниров, показывать им игру, показывать им онлайн, то есть и когда они поймут, что в России, допустим, в СНГ соберется критическая масса игроков в это играющие, тогда начнут появляться в киберспортивных организациях команды по Revalent, тогда начнут появляться турниры, и начнет уже формироваться новая, так скажем, история на этом. Ну, а сейчас пока можно кайфануть, насладиться готовым продуктом, в который мне нравится вот то, что это один из немногих, кстати, продуктов, которые есть на рынке, в который реализован очень мягкий вход, то есть абсолютно без какого-либо этого. Иди пробуй, играй, денег не требуется. Хочешь дальше пойти, пожалуйста, там, апгрейды какие-то и тому подобное. Круто. Да. Очень благодарю, Давид. Спасибо. Дальше что сделаю? Ссылку оставлю уже на сообщество, и дальше придут. Да, самое живое, что у нас там сегодня есть, это поддержка русского сообщества. Оттуда все начинается, потому что, ну, очень многим сложно даже зарегистрироваться бывает, потому что регистрация идет через marketplace NFT-шный. То есть, чтобы всем все объяснили, это надо делать именно так. Ну и мы обязательно сейчас в СНГ будем делать какую-то крутую активность на NFT-шки, на токены, на Рево, вот, чтобы здесь стимулировать аудиторию. То есть здесь не будет не только глобал какие-то конкурсы там и так далее, это не airdrop, это будут прям вот что-то стимулирующее рынок развиваться. То есть будем искать местных партнеров, производителей оборудования, игр, компьютерные клубы. Так что здесь планов громадье, скажем так. СНГ большой. Понял, круто. Спасибо огромное за эфир. Да, спасибо, Влад, что позвали. Следим за новостями, всем говорю, следим за новостями, ждем партнершип стейкинг. Ну и уже сейчас можно трогать, щупать, скачивать, играть, разбираться. Вот вам, пожалуйста, тот, кто хотел там, вот, пожалуйста, готовый полностью продукт, Web3, GameFi, все дела. Вход для вас вот может быть абсолютно бесплатный. Идите, развлекайтесь, можете детям показывать, можете сами разбираться. Вот это один из примеров, как меняется экономика, как меняется подход, как осуществлен переход из Web2 в Web3. Вот один из игроков, успешный академический игрок с фондами, с готовым продуктом, с IDO, уже с биржами, с торгующими токенами. Вот, идите и разбирайтесь. Давид, спасибо тебе огромное. Вот, спасибо, и дальше давай взаимодействовать. Давайте, да, интересные проекты у нас есть. Мы как только что-то находим, с вами делимся всегда. Давай, двигаться, давай. Все, спасибо огромное. Всем хорошего дня. Давайте, да, спасибо.